Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Я хочу вас пригласить присоединиться к мастер-классу по вязанию летней красивой ажурной кофточки. Данная модель вяжется по одной схеме, схема универсальная. И по этой схеме вы также, если вам понравится модель, можете связать тунику и платье. Я связала кофточку. Сейчас в этом видео я вам ее продемонстрирую. Все посмотрите. Я подробнее расскажу и покажу несколько вариантов, как эту кофточку можно носить. Также вы, если у вас есть достаточное количество пряжи, то вы можете связать тунику или платье. Я продолжаю вязать. Если мне хватает пряжи, то я вяжу платье. Если пряжи мне не хватит, а я буду использовать и вязать, как говорится, до 1 грамма, продолжать вязание, тогда я свяжу длинную тунику. Так как пряжа мне очень понравилась, я вяжу из нее уже 2-й раз. Частенько ее вам показываю на мастер-классах. Это не реклама, просто она у меня куплена. Чтобы она у меня не лежала, решила ее, как говорят, извязать. Пряжу я перемотала в моточки, так как из нее очень неудобно вязать из центра такой таблетки. Она все время путается, завязывается в узлы. Я ее перемотала для удобства вязания. А если вязать вот с конца, то очень удобно. Также я для вас делала ранее подборку пряжи. Вы можете посмотреть в первой части мастер-класса. Все ссылочки я, как всегда, указываю в описании под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите. Потому что рукодельницы задают часто мне вопросы, а какую пряжу лучше выбрать, какая пряжа подойдет, какой номер крючка. Я отвечаю на эти вопросы в видеообзоре. Также все ссылочки на пряжу тоже указаны в первой части мастер-класса. Вот прекрасная пряжа Diva Batik. Diva. Я вязала из Flowers от Yarnart. Также очень хорошо подойдет пряжа Bella Talize и Bella Batik. То есть вот это 3 фаворита, которые прекрасно подойдут для данной модели кофточки, платья, туники. Но сейчас мы будем с вами говорить о кофточке, так как я ее связала уже и решила снять вам видео, потому что данная модель у меня будет постепенно превращаться в тунику и в платье. Всего связано у меня 57 рядов регланом сверху, и вязала я крючком номер 2,5. Это у меня Кловер Амур. Также можно вязать крючком номер 3. Крючок Soft Touch от Кловер. Страна производства крючков — это Япония. Мои любимые крючки, очень удобно вязать. Меня тоже спрашивают, почему именно эти крючки вы выбираете, и они же такие дорогие. Вы знаете, девочки, если вы их купите, то вам их хватит на несколько десятилетий. Они очень хорошего качества, прочные, и такое ощущение, что не вы вяжете крючком, а он сам за вас вяжет. Особенно вот этот крючок Кловер Амур, у него прорезиненная мягкая ручка. Он очень легко лежит в руке и не мозолит руку. И гибкий. Мне он очень-очень нравится. Если вы не знаете, какой крючок купить, то вот можете присмотреться к этому крючку. Там очень много разных номеров. Так, метраж у пряжи у меня здесь 250 грамм, 1000 метров. И состав 55% хлопок, 45% полиакрил. Вот из этой пряжи я вязала. Цвет у меня
282. Вот на кофточку вот этим цветом я вязала. Тут я сделала перерасчет на граммы. В 50 граммах 200 метров и в 100 граммах 400 метров. Вот, допустим, вот эта пряжа, она идет тоньше. Здесь в 100 граммах 350 метров. Это Diva Batik. Alize Diva Batik. А здесь получается в 100 граммах 400 метров. Так вот, если по метражу, то получается, если сравнить, то эта пряжа тоньше на 50 грамм, а по ощущениям кажется, что наоборот. Вот если так вот присмотреться к толщине нити, то вы, наверное, видите, что они немножко разные. Ну, из пряжи Alize Diva Batik тоже будет очень прекрасно и красиво смотреться модель кофточки, которую я вам предлагаю связать. Давайте по расходу пряжи. Я вязала кофточку свободного прилегания к телу. Это универсальная модель, которая подойдет для худеньких, полненьких девушек, женщин, также беременных девушек, женщин. И несколько вариантов ее можно как носить. Она очень красиво смотрится и подойдет для очень жаркой погоды, так как она очень ажурная. У меня максимальный размер 50 российский. И длина кофточки получилась 57 сантиметров. Это по самой длинной стороне. Расход пряжи 210 грамм. У меня в остатке осталось 290 грамм. Я планирую связать платье из этих остатков. Так, вот такая информация. Я думаю, я вам ее выдала по максимуму. Если есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. А сейчас, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик. А если уже подписаны, то все равно проверьте, включен у вас колокольчик на все оповещения или нет. Иначе вы можете пропустить интересную информацию на моем канале, а также пропустите мастер-класс. Значит, все части мастер-класса, здесь мы вяжем с 1 по 9, 9 часть, я все ссылочки укажу в описании под видео, в инфобоксе. Если вам недостаточно длины, то вы можете воспользоваться следующим мастер-классом и продолжить вязание. Я буду продолжать вязание и снимать дальше. Значит, все видео будут собраны в отдельном плейлисте. Данный плейлист будет называться «Учу вязать кофточку». И в нем я размещу все 9 частей мастер-класса. Следующий плейлист будет называться «Учу вязать тунику». И третий плейлист «Учу вязать платье». То есть все будет у меня размещено на канале в отдельных плейлистах для удобства подписчиц, чтобы вам было удобнее смотреть и искать информацию. И не терять ваше время драгоценное. Присоединяйтесь к вязанию. Будем вязать вместе. На канале у меня запущено несколько проектов по совместному вязанию. Мы с рукодельницами вяжем в дружной компании. И также по окончанию мастер-класса я оставлю ссылочку на специальные альбомы, где вы можете загрузить свои работы и представить их на всеобщее обозрение, чтобы все восхитились ими и посмотрели, какую красоту вы связали. В следующей части этого видео я вам покажу обзор самой модели кофточки. И также схема будет, но так как она очень мелкая, вам ее не рассмотреть. Я оставила тоже ссылочку на схему по вязанию в инфобоксе. Схема представлена с 1 по 37 ряд, к сожалению. А я вязала по 57 ряд. То есть с 38 ряда вы вяжете уже со мной по моему мастер-классу, обучающему видеоуроку. Я наглядно показываю и рассказываю, как вяжется каждый ряд узора, что вам будет очень удобно и понятно
и вы обязательно справитесь с этой моделью кофточки. Кофточек много не бывает, и обязательно свяжите. Я думаю, что такой у вас, скорее всего, еще нет. А сейчас я вас приглашаю посмотреть, что же у меня получилось. Приятного вам просмотра! Вот такую кофточку я связала. Данную модель можно декорировать брошью съемной и также носить с ремешком. Как вы уже заметили, кофточка получилась ажурная. Мне подписчицы спрашивали, что не слишком ли она такая дырчатая. Но, естественно, все вязаные вещи, их нельзя носить в таком виде, в котором первозданном они есть. Необходимо надевать под кофточку топ, маечку, чтобы все прилично смотрелось. У меня на манекене вот такой топ. Естественно, у меня подобраны под цвет основного полотна своя маечка топ. И я летом одеваю, и можно также под основным фоном чередовать. Здесь присутствуют цвета розовый, белый и коралловый. И также можно менять фон и носить с топом белого цвета, бежевого, розового и кораллового. И тоже будет эффектно смотреться. Вот такой один из вариантов. Сейчас я вам покажу второй вариант. Кофточка свободного прилегания. И она прекрасно подойдет для полненьких девушек, женщин, также беременных. На любой тип телосложения, фигуры и возрастную категорию. Также эту модель можно связать, как я уже говорила, из пряжи однотонного и секционного окрашивания. Видите, она какая свободная. Я ее еще не отпарила, не постирала. Так как я буду продолжать вязать, покажу вам, каким образом будет смотреться туника и платье. Если мне хватит пряжи, я буду вязать платье. Если мне не хватит пряжи, то у меня будет удлиненная туника. После отпаривания она будет смотреться еще эффектнее. Все петельки выровняются, и вот эти кончики я потом тоже зафиксирую и отпарю. Будет очень все прекрасно и превосходно смотреться. Это универсальная модель, она вяжется по одной схеме. И смотрите, как она чудесным образом выглядит. Освежающий цвет. И пряжа мне очень понравилась. Она мягкая, вяжется из нее легко, просто и быстро. Это как бы находка для меня. И вязать мне очень-очень нравится. Я уже связала 2 вещи. И у меня еще есть одна упаковочка пряжи другого цвета. И я буду искать на просторах интернета модель. И что-нибудь свяжу вместе с вами на моем канале.